Вот 16-летние девчонки из Тату целуются на концерте в Кремле на глазах у многотысячной толпы. Скоро девчонок страна с гордостью пошлет на Евровидение, и это Москва, Россия. А вот огромный член, нарисованный арт-группой «Война» на Литейном мосту прямо напротив здания ФСБ. Эта композиция получила государственную премию «Инновация». Это Петербург, опять Россия. А вот наш президент высмеивается по центральному телевидению, и вся страна по вечерам надрывает животы от смеха. Сегодня все это кажется немыслимым. И вспомните, никто за гомосексуальный поцелуй не возбуждал никаких дел. За граффити никто не уезжал в тюрьму на 10 лет. Да вообще, были же времена, когда можно было назвать свою арт-группу войной, и ничего за это вам не было. Сейчас в это уже с трудом верится, но когда-то мы могли написать с вами в соцсетях, да или хоть на заборе, свое мнение о политике российского руководства. И ничего бы нам за это тоже не было. Когда-то на улице к нам бесстрашно могли подходить свидетели Иеговы, и самое неприятное и страшное, что могло с нами случиться, это наши же подколы друг над другом. Но никак не уголовка. Не возникает у вас ощущения, что за какие-то 7-10 лет мы будто провалились в яму прошлого? То, что еще недавно считалось приличным и допустимым, теперь осуждается самим же обществом, даже не с викторианской чопорностью, а с яростью средневекового инквизитора. И давайте оглянемся и, наконец, ответим сами себе. А стали ли мы жить лучше, богаче и счастливее за годы падения в этот безудержный консерватизм? У этого отката есть название – архаизация. И да, это, увы, тоже про Россию. С вами Павел Коныгин, и это наш формат разбора. Подписывайтесь на наш канал, продолжение следует. Ставьте лайки, пишите комментарии. Так вы поможете распространить правду. Что такое архаизация? Это модернизация наоборот, или на научном возвращение к простейшим, низшим способам нормативной и этической регуляции общества. А по-простому это вернувшаяся из подполья мода на разные религиозные и мистические практики. Это также и откат к отношениям в стиле домостроя. Модель современной женщины – это что? Это женщина с пробегом, которая не сохранила себя. И это также авторитаризм и нетерпимость к инаковости. Ну, с религией и авторитаризмом все более-менее понятно. Это плоть и кровь российского государства. Но откуда, казалось бы, ксенофобия в нашей стране, победившей фашизм? Попробуем разобраться. Вообще ксенофобия, то есть подозрительность и даже враждебность к чужакам, заложена в нас самой природой. Это следствие эволюции. Природа создала человека общественным животным, и опасения в отношении членов другой группы – залог безопасности всей стаи. Интересные факты приводит, например, и калифорнийский исследователь Роберт Сапольски в своем эссе «This is your brain on nationalism». Оказывается, уже младенцы в совершенстве оперируют дихотомией «свой-чужой» и с большей симпатией воспринимают лица людей своей расы, нежели лица чужаков. Ну а с возрастом животное в нас никуда не девается. Это подтверждает и такой, например, эксперимент. Испытуемого помещают в томограф и наблюдают за возбуждением передней поясной коры мозга. Она отвечает за сочувствие. Затем испытуемому демонстрируют ролик, в котором в человеческую руку вонзают иглу. Интересно, что если страдающая рука будет принадлежать представителю иной расы, то и передняя поясная кора будет возбуждаться не так интенсивно. Чужакам, выходит, мы сочувствуем меньше. Конечно, все эти реакции нейронов, длящиеся миллисекунды, быстро купируются другими структурами мозга, регулирующими сложное социальное поведение. И опыт, нажитый за многие столетия совместного существования, делает свое дело. Через воспитание смягчает в нас животное, особенно если положительное социальное взаимодействие подкрепляет само общество. Но что, если подкрепляется не хорошее, а наоборот, агрессия и ненависть? Что будет тогда? Животные в нас – это поле, на котором работает пропаганда, в том числе и в первую очередь российская. Апелляция не к разуму, а к эмоции, то есть к стремительному выбросу гормонов, опережающему осмысленное суждение. Вот главный инструмент пропаганды. Об уловках пропаганды мы, кстати, говорили в одном из прошлых выпусков. Ссылка на экране, посмотрите, пожалуйста, его и напишите свои комментарии.
И, разумеется, если у электоральной массы имеется природой заложенная подозрительность к чужакам, грех ее не использовать, даже если она дремлет, даже если чужие на рациональном уровне давно не воспринимаются как чужие. Это чувство всегда можно достать с антресоли сознания, распаковать, освежить и привести в действие. Как сейчас, например, и происходит с разжиганием ненависти ко вчерашнему братскому Киеву. И это не впервые. Вспомним с вами припадок грузинофобии, достигший нашего общества в 2006 году в самом начале охлаждения отношений между Россией и Грузией. Телевизор тогда завывал про грузинскую угрозу и про рейды в поисках опасных грузинских нелегалов, и общество покорно реагировало. Антигрузинская кампания вызывает много вопросов. Сначала в Москве, а потом в других городах правоохранительные органы начали тотальные проверки граждан Грузии, в том числе их бизнеса. Вспомним, как учителя в школах строчили доносы на грузинские семьи, чьи дети учатся в классах. А ресторан «Егоров и Кантария», названный в честь легендарных знаменосцев Победы, поспешил удалить из своей вывески фамилию второго героя. Только потому, что эта фамилия была грузинской. Скандал. Непоправимый скандал. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну а сейчас никого уже и не удивишь доносами. Учителя пишут доносы на учеников, ученики на учителей, родители на детей, дети на родителей. А тогда мы с вами только лишь открывали учебник ненависти, и некоторые его уроки еще нас удивляли. Но мы быстро учились. Как много всяких врагов, внешних и внутренних, мы нажили за последовавшие годы. Вслед за грузинами, быстро приевшимися, мы впервые распробовали на вкус украинцев. У них как раз участились Майданы, и наша пропаганда рвала и металла. Затем пошли либералы, затем геи, куда уж без них, потом все, кто оскорбляет чувства верующих, куда уж без них в том числе. А теперь уже и всякий, кто решится высказать самостоятельную мысль, пусть и не противоречащую мейнстримной политике, пусть и не дерзкую вовсе, а просто самостоятельную, даже тот вызывает наше неприятие. Проводите аниме-фестиваль, а не хотите ли ОМОНа в гости? Выпускаете студенческую газету, ждите обыски. Станцевали тверк на площади Победы, сфотографировались в слишком откровенном наряде декольте на фоне храма или мечети. Ну, вы сами все понимаете, не стоило вам этого делать. Чужих вокруг стало так много, что мы и сами не заметили, как стали чужими сами себе. Каким сегодня нужно быть, чтобы никого не раздражать? Давайте попробуем нарисовать этот портрет. Безусловно, сегодня идеальный гражданин – это славянский православный цисгендер. То есть, какого пола родился, таким послушно и живешь всю жизнь. Без диссидентов в семейном анамнезе, без репрессированных при Сталине дедов и бабок, ну или как минимум наглухо забытыми бабками и детками. Он член партии «Единая Россия», на досуге волонтерит с отрядами Путина. Этот гражданин, конечно, даже и не размышлял о саморазвитии и личных горизонтах, а оперативно, сразу после школы, создал семью и хранит верность первому половому партнеру. К 25 годам он нарожал 3-4 детей, исправно платит ипотеку, конечно, льготную, и гордо ездит на «Ладе Калина». Отдыхает в основном на даче, хотя и мечтает поехать однажды в Геленджик. Много ли вы знаете таких идеальных граждан? Но страна делает все, чтобы их было много. Да и вообще, что греха таить? Никогда наша Родина и не была особенно толерантной к непохожим на общую массу. Например, объявление о сдаче квартир строго славянам. Правило, запрещающее подобные оговорки, кстати говоря, появилось на агрегаторах съемного жилья лишь в прошлом году. Тоже тут есть о чем подумать. И все же, как говорят антропологи, с годами человечество в целом смягчается, нравы становятся полегче, публика более толерантной, притом с течением времени и с развитием средств коммуникации этот процесс становится все более и более быстрым. И мы с вами, конечно, можем объективно это наблюдать. Например, в XVI веке людей на кострах жгли, а в XIX веке уже задумались о том, чтобы женщинам дать избирательные права. В 50-е годы XX века в США еще бились за равные права для всех рас, а сейчас многие страны законодательно закрепляют уже права животных. Не миновала эта закономерность и Россию. И, конечно, наши с вами ровесники в среднем мягче наших с вами родителей, а те, кому сегодня 20, в среднем терпимее 40-летних. Ну или давайте так, наши родители в отношениях со своими родителями, например, даже и не мыслили, что конфликт отцов и детей можно избежать. Поэтому и разъезжались по разным квартирам, городам и странам, как только отпрыску миновало 18. А современные родители зачастую дружат со своими детьми, признавая их право быть не такими, как хотелось бы предкам.
дружат со своими дочерьми-трансгендерами, сыновьями-буддистами, дружат с пацифистами и веганами, и с айтишниками, годами не выходящими из комнаты. Однако же страной нашей, к сожалению, правят сейчас не те, кому 30 или 40, и даже не 50, не те, кто до сих пор перезванивается со своим соседом-геем, с которым делил комнату в американском кампусе, и не те, кто легко смиряется с тем фактом, что его жена – руководитель в крупной компании, в то время как сам он всего лишь самый обычный наемный работник. Нет, страной правят люди, которым сейчас 60, а лучше даже и все 70. Эти серые бюрократы, воспитанные на зрелой советской пропаганде в стилистике фильмов про розовощеких пионеров, сегодня испытывают отчаянную ностальгию по тому старому и понятному, по тому единственному, к чему они хорошо приспособлены. Для них правило важнее простого человеческого счастья, которое правил не знает. Будущее пугает их. В новом, быстро меняющемся мире с его многообразием социальных типажей и социальных реакций этим людям попросту не выжить. Они не умеют быть гибкими, принимать мир таким, какой он есть. Они слишком костны. Отсюда и попытки законсервировать, сохранить прошлое. Это очевидная вещь. Это путь к деградации нации. Раз будущее неудобно, его надо просто отменить, думают эти люди. Раз будущее – это свобода слова, свобода выбора, свобода любви, свобода веры, то надо запретить просто-напросто все эти свободы, и будущее не наступит. А назовем-ка все это красивым словом «традиция» и призовем всех голосовать за традиционные ценности, вопреки развратным новшествам. Так мыслит средний политик этого поколения, и эта логика ложится на благодатную почву стареющих мыслей и чувств его избирателей, а также людей помоложе, застрявших в прошлом. Но жизнь, по счастью, устроена так, что будущее не отменить. И как ты не консервируй страну в соусе традиционных ценностей, все равно воздух других, настоящих ценностей будет ею распробован. Хотя бы по простой хронологической причине. С каждым годом тех, кто приходит в состояние ужаса от слова «оргазм», становится статистически меньше, а больше становится тех, кому сама природа велела рисковать, пытаться, подпрыгивать, чтобы заглянуть за забор. И весь вопрос сейчас лишь в том, как долго эти молодые люди согласятся терпеть диктат архаичных старцев. Продолжение следует.